Всем привет! Вы на канале Моторный Лайф. В этом видео побываем и посмотрим на небольшой городок ренессансного типа Жолква. Находится он во Львовской области, да и сам чем-то напоминает Львов. Город расположен на границе природных областей холмов Росточья и заболоченной в древности равнины Малого Полесья. Граница природных областей сохраняется с богатой геологической, климатической, растительной и животной границей в Европе. Рядом проходит главный европейский водораздел. Незаурядное климатическое и географическое расположение было отобрано для строительства здесь идеального ренессансного города. Несмотря на то, что Жолква занимает небольшую территорию, этот городок способен впечатлить. Все дело в том, что достопримечательности Жолквы сконцентрированы в одном месте. Поэтому любая туристическая программа покажется очень насыщенной. Первое упоминание о Жолкве датируется серединой XVI века. Город Жолква был заложен в 1597 году возле села Винники. В конце XVI столетия стал собственностью гетмана Станислава Жалкевского. Гетман начал строительство города в 1597 году, а привилегии магдебургского права получил в 1603 от короля Зигмунда III. С предоставлением Жолкве 1603 года грамоты короля Зигмунда III оживилась жизнь города и окрестностей. Быстрее стали развиваться ремесла и торговля. Управление в городе осуществлял магистрат, который избирался по согласию владельца города. Для расположения города Жолква была выбрана выгодная в оборонительном отношении возвышенная платформа. В первой половине 17 века Жолква преобразовалась в укрепленный город-крепость, окруженный валами и рвами. Рыночную площадь, запланированную перед замком, с северной и восточной сторон окружили жилые каменицы с галереями. После Жалкевских город принадлежал семье Даниловичей, далее по материнской линии Софье Теофилии, Яну III Собесскому, королю Речи Посполитой. Своего расцвета Жолква достигла во времена короля Яна III Собесского. Он преобразовал город в достаточно важную ячейку политической жизни Речи Посполитой. В своей резиденции король принимал послов французского короля Луи XIV, испанского короля Карла II. В Жолкве побывало немало известных исторических фигур. Во время восстания Богдана Хмельницкого в Жолкве дважды побывало казацко-крестьянское войско вместе с гетманом. В Жолкву в апреле 1707 года приезжал украинский гетман Иван Мазепа. Во время Северной войны 1700 года 1721 Жолковский замок с декабря 1706 года по апрель 1707 стал резиденцией царя Петра I. В конце 18 столетия с приходом австрийской власти в Жолкве началась работа по ликвидации городских укреплений и реконструкции разных сооружений для административных учреждений. Только в конце 19 столетия в городе начались восстановительные работы на сооружениях. Перед Первой мировой войной в Жолкве базировался 15-й полк эрцгерцога Йозефа. Война нанесла сильный удар по городу. В сентябре 1914 года город был занят российской армией. Австрийцы отбили Жолкву в июне 1915 года. С 1 ноября 1918 в уезде была установлена власть Западноукраинской республики, которая продержалась в городе до 16 мая 1919 года. Жолква пребывала под властью Временной польской администрации до 1923 года, пока суверенитет Польши над Восточной Галицией не был признан на международном уровне. Во Второй Речи Посполитой Жолква была уездным городом Львовского воеводства. Тут базировался 6-й полк конных стрельцов имени гетмана Станислава Жалкевского. После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года город заняла Красная армия.
Был уничтожен памятник королю Яну III Собесскому, который стоял перед городской ратушей, а также памятник основателю города Жалкевскому. Перед вступлением в город немецкой армии в местной тюрьме НКВД, которая находилась в замке, было убито не менее 29 узников. Вермахт занял город 26 июня 1941 года. В годы войны город потерял большинство своих жителей. Большинство евреев было убито в лесу под городом или вывезено в концентрационные лагеря. Поляки были переселены на территорию Польской республики после войны. В советские времена в 1951 году Жолква была переименована в Нестеров в честь известного авиатора Павла Нестерова. Уже в 1992 году городу вернули название Жолква. В 1994 году городу присвоен статус государственного историко-архитектурного заповедника. В нем 55 достопримечательностей мирового, национального и религиозного назначения. С самого основания города в нем поселились разные народы. Наибольшую часть населения составляли поляки, евреи и русины. Впоследствии в городе поселились татары и армяне. Окрестности Жолквы имеют кое-что интересное для туристов. Но наибольший интерес представляет центральная часть города, которую традиционно для польских городов занимает площадь с почти банальным названием «Рынок». Площадь «Рынок» достаточно велика. К ней приурочены все основные достопримечательности: замок, ратуша, костел Святого Лаврентия, Василианский монастырь, а чуть дальше Доминиканский монастырь и синагога. Жолковская синагога принадлежит к выдающимся еврейским достопримечательностям как в Украине, так и в Европе. Святыня по стилю и особенностям является ренессансно-барокковским оборонительным сооружением. Первая синагога в Жолкве была построена в 1624 году. Эта синагога была деревянной. В 1640 году жолковские владельцы позволили евреям открыть при синагоге религиозную школу. Каменная синагога появилась на месте деревянной возле северных оборонительных стен рядом с воротами. После строительства главной части при южном фасаде по всей длине была возведена женская молельня. При пожаре 1724 года синагога достраивалась. Именно тогда возвели западную глыбу с помещениями, крыльцом и женской галереей над ним. Во время пожара 1833 года синагога была сильно повреждена, но впоследствии отстроена. После основательной реконструкции 1830-х годов синагога изменилась. Фасад украсили краковским атиком. В начале 20 века возник вопрос реставрации синагоги из-за неудовлетворительного состояния. Однако восстановительные работы были проведены не должным образом. Реставрационные работы, начатые в 1938 году, были не закончены из-за нехватки средств. Уже в первые дни немецкой оккупации 1941 года нацисты пытались уничтожить синагогу. После попытки ее подорвать полностью была уничтожена южная женская галерея, западная глыба потеряла крышу, а в главном молитвенном зале были уничтожены 3 поля свод и колонны, а также крыша над ним. В 1963 году частично восстановленную синагогу внесли в реестр памятников архитектуры. С начала 1990-х годов разрабатывалась разная реставрационная документация. Но из-за отсутствия соответствующих средств не была разработана концепция целостной реставрации синагоги. А в 2007 году главную глыбу синагоги покрыли медной жестью. Также в 2000-х годах началась реставрация синагоги, однако здание по-прежнему находится в неприглядном состоянии.
Как ни крути, но главной достопримечательностью Жолквы является замок. Заложили его в 1594 году, а строительство закончилось в 1606. Руководил строительством известный польский архитектор Павел Счастливый, а финансировал строительство основатель Жолквы Станислав Жалкевский. Замок вырос в пределах изгиба, образованного рекой с названием Свинья. Когда-то замок окружали еще и земляные валы с бастионами. Конечно, до сих пор они не сохранились. После Жалкевских замком владел Данилович, а позже его внук польский король Ян III Собеский. Последний выбрал замок одной из своих резиденций. Именно тогда замок перестроили и роскошно украсили. Это стал замок-дворец. Неприятности для замка начались в последние десятилетия XIX века. Тогда им владел Артур Гладовский. Он начал распродавать здания на стройматериалы. Именно тогда исчезла юго-западная башня. А позже в замке был пожар. Здание пришло в упадок. Уже в 21 веке началась реставрация замка, которая с переменным успехом продолжается и сейчас. Рядом с замком находится городская ратуша. Это здание гармонично вписывается в архитектурный комплекс Вечевой площади. Но строилась она значительно позже замка, аж в 1939 году. С 1687 года посреди площади рынок стояла другая ратуша. Ее построил архитектор Павел Бебер. Но в 1832 году здание разобрали из-за аварийного состояния. Более 100 лет Жолква была без ратуши. Современное здание построил местный архитектор Бронислав Виктор на месте военных казарм. Рядом со зданием ратуши стоят Глинские ворота. Это удачная реконструкция сооружения, которое было разобрано в 1964 году советскими военными. Отстроили ворота в 1990 году. Когда-то в начале 17 века Жолква имела 4 ворот. В оригинале сохранились лишь одни. Стоят они на восток от замка. Рядом с Глинскими воротами возвышается костел Святого Лаврентия. Некогда это был главный храм Жолквы. Строили храм 12 лет, как рядовую усыпальницу Жалкевских. Под ним похоронен Станислав Жалкевский, его сын, его жена, а еще семья Даниловичей, Якуба Собесского и многих польских магнатов. За это костел пользуется большим уважением среди поляков, преимущественно приезжих. Им занимается польская армия и отдел реставрации Варшавской политехники. Костел Святого Лаврентия считается одним из лучших ренессансных архитектурных сооружений Украины. Особенно большую ценность имеет его главный вход, обрамленный резным порталом. Строительством храма руководили несколько известных архитекторов, в частности Павел Счастливый,
Павел Римлянин, Амвросий Благосклонный. В свое время помещения храма украшали картины польских художников. Сейчас они разъехались по разнообразным музеям. Рядом с костелом Святого Лаврентия стоит высокая башня, которая некогда была оборонительной, а ныне выполняет функции колокольни. За небольшой наклон ее называют Малой Пизанской башней. С двух сторон Вечевая площадь застроена двухэтажками с 17 века. Среди них особенно интересной представляется каменица с аркадной галереей. В свое время первые этажи этих домов занимали магазины. Сейчас здесь разнообразные учреждения торговли. Рядом с площадью расположено два монастыря – Василианский и Доминиканский. Василианский монастырь берет свое начало в 1612 году. Тогда начали строить церковь Сердца Христова. Храмом занимался польский король Ян III Собеский. В 1691 году он привез сюда мощи святого Иоанна Сучавского. Тогда же храм заселили представители греко-католического ордена Василиан. Они основали монастырь и начали его перестройку. В 1932-1934 годах церковь по-новому расписали, но в советские времена роспись была частично затерта. Монастырь закрыли. В его помещениях разместили хозяйственные учреждения. В 1990 году храм Сердца Христова и часть монастырских помещений вернули верующим. Доминиканский монастырь. Церковь на этом месте впервые возникла в XVI столетии. Сначала она была деревянной и через некоторое время сгорела. Новый храм возвели из камня. Монастырь был возведен в 1653-1655 годах на средства Теофилии Собесской в качестве усыпальницы для ее сына Марка. Тут также находятся остатки северо-восточной стены. Напротив входа были Львовские ворота, возле которых стояли три колокола этого храма – Мария, Яцек и Доминик. Во времена Речи Посполитой Австро-Венгрии и Второй Речи Посполитой это был действующий храм. Во времена советской власти тут были казармы нескольких полков, конюшни и склад. Сейчас первый этаж принадлежит Львовской архиепархии греко-католической церкви, так же как и храм, который носит теперь имя святого великомученика Иосафата. За пределами крепости на улице Львовской расположена деревянная Троицкая церковь. Этот храм считается шедевром деревянной архитектуры Галичины. Его построили в 1720 году на средства прихожан. Поражает резное внутреннее убранство храма. Сейчас Троицкая церковь находится в прекрасном состоянии, хотя несколько не подходит ее каменная пристроенная ризница. В 2013 году на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Камбодже церковь Святой Троицы внесена в список всемирного наследия в числе 16 деревянных церквей Карпатского региона Польши и Украины. На улице Львовской расположены здания бывшего монастыря Фелицианок. Его история началась в 1624 году со строительства деревянного храма. Через 3 года при храме открыли городской госпиталь. В 1735 году храм и госпиталь были перестроены в камне. Еще одна перестройка состоялась в 1861 году. После нее и появился монастырь Фелицианок.
В советские времена его закрыли, а уже в 1994 году здание монастыря передано Украинской автокефальной православной церкви, которая здесь открыла церковь Святого Лазаря. В Жолкве залаживался парк, который в свое время был выдающимся образцом ландшафтного строительства 17 столетия. Сад эпохи барокко, который принадлежал к выдающимся образцам ландшафтной архитектуры на территории Украины, исчез в 18 столетии. Площадь городка Жолква выглядит неадекватно большой для такого городка, но это такая задумка. Площадь была в точности равна по величине замку, а от замка отходили внешние укрепления, охватывавшие город. Это было одновременно и практично, и символично. Обозначало равенство и взаимозависимость города и магната. Жолква – это город-музей под открытым небом, в котором тесно соединились история Украины и Польши, истории различных религиозных конфессий Украины. Это памятник истории, архитектуры и градостроительства. Жолкву справедливо называют Львовом в миниатюре. Жолква – это небольшой город, поэтому и не так много вариантов для свиданий. Но влюбленная парочка всегда найдет выход из этой ситуации. Вот, к примеру, почему бы на свидание не пойти к бывшим главным въездным воротам города и там признаться в любви друг другу. Уютные улочки, выложенные брусчаткой, дышат стариной. Все дома, которые будут встречаться на вашем пути, создают неповторимый архитектурный ансамбль города. Этот небольшой город с насыщенной историей. Этому городу есть о чем рассказать каждому туристу.